Всем привет, с вами Вадьямо, и сегодня я расскажу вам историю первого в своей жизни музыкального видео, а именно о том, как я снял клип в Гонконге всего за $50. Through the naked trees I watch the autumn city light. Dark and empty streets, it's cold and lonely in my heart. Весной 2019 года я задумал в очередной раз поехать в Китай, чтобы выступать и продвигать там свою музыку. И вот удача, я нашел билеты в легендарный Гонконг, в котором я всегда мечтал побывать, всего за 15 тысяч рублей из Новосибирска туда и обратно. Вдохновленная историей этого легендарного города, где родились Джеки Чан и Брюс Ли, а также клипом Зиверт на песню Life, который снимался как раз в Гонконге и именно в тот момент набирал популярность, я решил, что во что бы то ни стало я должен снять свое первое музыкальное видео именно там. Самой подходящей для этого из моих песен мне показалась My Bella. Знакомых в этом городе у меня не было, и для реализации моей задумки мне каким-то образом нужно было найти местного оператора. Благо, западные соцсети в Гонконге, в отличие от остального Китая, не заблокированы, ведь это этакий островок свободы и демократии в этой коммунистической стране. Плюс, как результат британской колонизации, там все говорят на английском. В Facebook я быстро нашел группу местных видеографов и рассказал о себе, своей поездке и идее снять клип. Я подумывал о минималистичной работе, например, часовая прогулка по городу с имитацией пения. Кстати, уже после покупки билетов я узнал, что Гонконг третий из самых дорогих городов мира, поэтому важно было для этой работы найти энтузиаста, который согласится сотрудничать за минимальную оплату. Мой бюджет на месяц поездки, а через 2 дня я должен был уехать из Гонконга в так называемый материковый Китай и пробыть там еще 4 недели, был всего $400. Поэтому я прикинул, что чтобы выжить, на клип я могу потратить не более $50, что для Гонконга вообще не деньги. Но я все же надеялся найти какого-то начинающего оператора, который будет готов уделить час своего времени за эти деньги. В итоге 3 человека из группы мне ответили. Попросили прислать песню, рассказать свою идею и озвучить гонорар. 2 из них, когда услышали сумму, сразу рассмеялись и испарились, а третий сказал, что он согласен и готов начинать сразу же, как я приеду в Гонконг. Его звали Билли. Итак, 3 апреля 2019 года, после 9 часов в поезде Омск-Новосибирск и 7-часового перелета, я уже еду в свой хостел в знаменитом двухэтажном автобусе. Прибыв в хостел на знаменитой улице Цим Шацуй, где можно встретить людей всех национальностей мира, я скинул вещи, обменял деньги и двинулся на встречу с оператором. Добраться было не так просто, ведь у меня не было местной симки и интернета. К тому же это был час пик, и вокруг меня был целый муравейник из людей. У меня была лишь фотография Билли из интернета и название станции, где он предложил встретиться – метро Монкок. Проблема в том, что выходов из этого метро 5, и я минут 30 блуждал между ними, надеясь в этом кишащем людьми лабиринте гонконгских улиц разглядеть образ, который я запомнил по фото. Я даже попросил у прохожих китайцев телефон и позвонил Билли, но даже по его инструкциям я не мог понять, куда мне идти и где его искать. Это длилось около часа, и я уже подумал, ну ладно, не судьба, обойдусь я без клипа в Гонконге. Вот так съемки моего первого клипа могли закончиться, так и не начавшись. Но тут я услышал крик за спиной. Это был Билли. Слава богу, он меня сам нашел. Если честно, я думал, что Билли – это начинающий видеограф, согласившийся поработать со мной за символическую плату чисто ради опыта. Но оказалось, что он уже больше 10 лет занимается фото и видео и работает по всему Китаю и даже в Европе. Тем приятнее, что он выделил меня и согласился со мной поработать. Не знаю, может быть, ему понравилась моя песня, а может быть, привлекла идея такого международного сотрудничества. Мы сразу нашли общий язык и принялись за работу, сняв первую часть клипа прямо в том месте, где встретились. Довольно красивый район. Билли родился в Гонконге и хорошо знает город, поэтому по моей просьбе несколько мест для съемок выбрал он сам. Мы снимали даже в метро по дороге от одной локации на другую, в частности, вот эти кадры.
Работа шла хорошо, мы улавливали идеи друг друга, а по дороге от одного места к другому мы болтали о музыке, путешествиях и политике. На закате мы приехали поснимать «Колесо обозрения». Кстати, это одно из немногих дешевых развлечений в этом дорогом городе. Около 20 гонконгских долларов или 160 рублей за 3 круга. Мы поснимали там и еще в паре мест. More and more I feel like Edward felt living his life. В итоге, вместо оговоренных 1-2 часов, съемка длилась часов 8, мы закончили уже ближе к полуночи. Я расплатился, и Билли сказал, что хочет угостить меня ужином. В ближайшем ресторане мы продолжили общение за едой. Там, мне кажется, он и потратил весь свой гонорар. Я, как вегетарианец, отведал грибы, приготовленные очень интересным способом, а также фирменный гонконгский молочный чай. На такой позитивной ноте этот максимально насыщенный для меня день закончился. Билли подвез меня до хостела, где я сразу уснул. А с утра я уехал в Гуанчжоу, где у меня были проблемы на границе. Об этом, если хотите, я тоже сделаю отдельный ролик. Там я пробыл 3 недели и снял еще один клип на песню I Wanna Be With You с моей новой подругой Лией. Если хотите ролик и об этом, напишите в комментариях. I wanna be with you, I wanna dream with you, and when the sun goes down, I wanna fly with you, I wanna be with. Через пару недель Билли прислал мне первый вариант монтажа. Да, в те времена я еще не сам монтировал свои клипы. И мы оба согласились, что для 4-минутной песни материала маловато. Мой вылет обратно в Россию был также из Гонконга, так что я в любом случае планировал вернуться туда еще на пару дней. И мы решили, что именно тогда мы снимем еще несколько сцен. Итак, 1 мая мы снова встретились, чтобы продолжить съемки. И снова они длились где-то часов 7. Мы поснимали на набережной, на крыше небоскреба, и я поиграл на гитаре в парке. И снова мы закончили ночным ужином, на котором в этот раз к нам присоединилась жена Билли. На следующий день я улетел домой по замысловатому маршруту Гонконг, Иркутск, Новосибирск, Омск, а через 3 месяца вышел мой первый клип My Bella. Обязательно его посмотрите здесь или по ссылке под роликом, и не забудьте включить субтитры с русским переводом. У меня остались самые потрясающие воспоминания об этих приключениях. Далекие путешествия, съемки клипов, новые друзья. Эх, где же сейчас все эти дешевые путешествия? В Гонконге я в итоге провел 3 суток, половину из которых мы снимали. Поэтому посмотрел я не так много, как хотелось, но вполне достаточно для горы впечатлений, достойных отдельного видео. Если хотите такое, оставляйте комментарий. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на канал. До новых встреч!